Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня. Устраивайтесь поудобнее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Обязательно пересылайте это видео 2 своим друзьям, знакомым мужчинам, 3-4 женщинам, потому что в наших видео есть много полезного и интересного. Завтра вы можете обсудить, какую полезную информацию вы узнали из этого видео. И тема сегодняшнего видео – как вести дневник и не забросить ведение дневника. Это видео находится в плейлисте «Практика колеса жизненного баланса». Это видео также будет сделан отдельный плейлист, посвященный ведению дневника. Тем, кто хочет что-то добавить об инструментариях ведения дневника, пожалуйста, пишите в комментариях, а я постараюсь плавненько начать обсуждение этой сложной темы. Итак, в ведении дневника есть одна очень важная особенность. Мы начинаем вести дневник примерно месяц. Кого-то хватает на 2 месяца ведения дневника, потом интерес к ведению ежедневника, дневника пропадает. Вы общаетесь со своими друзьями, знакомыми, чувствуете себя неловко, потому что вы делаете записи, не понимаете, как с этой информацией работать, потом уже не хочется. Как этого избежать, я постараюсь рассказать в этом видео. Зачем нужно вести дневник? Колесо жизненного баланса представляет собой 8 сфер. В интернете вы можете найти колесо жизненного баланса, поделенное на больше частей, там, до 20 частей или сфер жизни детализированных. Можно увидеть в колесе жизненного баланса Long Swim 8 сфер жизни человека. Это сложная система. Но вот эта вот сложная система, если мы ведем дневник, она позволяет нам себя более комфортно чувствовать для достижения миссии колеса жизненного баланса, то есть профессиональное и личное долголетие. Почему я вот рассказываю через миссию колеса жизненного баланса? Потому что мы миссию долгожительства вообще очень редко обсуждаем, редко вслух об этом говорим, но это же прекрасная идея – жить долго, 100 лет и больше, быть профессионально активным, там, 150 лет – это вообще замечательно. Такие профессии, как врачи, такие профессии, в которых опыт очень важен, они все заинтересованы в долголетии. Поскольку прогресс не стоит на месте и появляется очень много теоретических материалов, наработок, что-то нужно попробовать, отметить, что получилось, что лично вам подходит, не подходит. Тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, напишите, какие методики в этом году вы открыли, что для себя нашли самого эффективного, потому что наше видео – это не идеал собранных всех методик. Мы постепенно собираем эти методики, почитав книги, посмотрев у кого-то на курсах, на обучении, что люди попробовали. Если мы можем об этой теме рассказать увлекательно и хорошо, мы готовим видео, выпускаем, потому что считаем, что делиться информацией – это очень такая хорошая традиция. Итак, мы ведем дневник, и каждую из этих 8 сфер потихонечку в дневнике отражаем. Чтобы наш дневник был полезным, чтобы мы его не разбрасывали. 4 сферы, в которых отражены действия, пожалуйста, не забывайте их писать. Это сфера карьера и бизнес, все ваши профессиональные вопросы в течение дня, которые возникли, пишите размышления, нерешенные вопросы за день, неожиданно возникшие задачи. Зачем это писать? Неожиданно возникшие задачи. Почему именно вам эта задача возникла неожиданно? Кто стал инициатором такой задачи? Это часть поломки системы, либо вы просто такой суперэксперт, никто, кроме вас, не может решить эту задачу. Следующий момент, который нуждается в вашем анализе. Почему вы не смогли сделать задачу, которую запланировали на этот день? У нас ответ, версия очень простая, но давайте сверимся нашу теорию и вашу практику. Если вы находитесь в состоянии 8-10, то есть вы переполнены энергией, все задачи, которые запланированы за день, они решаются легко. Вот как? Вот считайте попутный ветер.
Но бывают такие дни, когда вы находитесь в состоянии 0,4. Это, может быть, вас друзья, знакомые перенесли в такое состояние. Может, вы себя не очень хорошо чувствуете. Вот состояние 0,4. Вот даже если вы запланировали 2 задачи за день, оно все идет через силу, через не хочу, через какие-то неестественные препятствия. Расскажите тоже об этом. У кого такая ситуация случалась, как вы с ней справились. Следующая сфера – деньги. Деньги – это тоже про действие, это не только фиксация дохода, но и понимание, как вы будете рекламировать свои товары и услуги. Личностный рост. Тема обучения связана с регулярностью. Регулярность здесь важна в какой мере? Если вы будете часто учиться, вы миссия студент, кто-то тоже прошел эти обучения, наверное, помнит это состояние. Если вы уже там в возрасте 40 лет, ваше обучение – это более осознанный выбор. Одно обучение в году должно быть профессиональным. Вы поддерживаете свое профессиональное мастерство. Если вы чувствуете, что не можете чему-то научиться, идите и преподавайте. Сейчас достаточно средств, возможностей для того, чтобы стать преподавателем, посмотреть обратный отклик от рынка, и вы поймете, хотите заниматься этим регулярно или вам лучше получать знания и эти знания трансформировать в свою профессиональную, личную жизнь. Сфера здоровья и спорт. Здесь очень хорошая традиция вести дневник тренировки. После каждой тренировки записывать свое состояние, записывать тех результатов, которые вы добыли. И очень хорошая практика, если вы готовитесь к каким-либо соревнованиям, пожалуйста, на всем этапе подготовки ведите дневник, и вы увидите, что этот дневник помогает вам понять, через какие эмоции вы проходите и какую эмоцию, какой заряд бодрости получаете после того, как поучаствовали в соревнованиях. Это одна рациональная часть ведения дневника. То есть у нас 4 сферы должны постоянно находиться в фокусе. И вот этот фокус, когда ваш рабочий дневник или ежедневник находится на рабочем столе, вот эти 4 сферы вполне достаточны. Какие здесь есть аргументы? У нас график тренировок, здоровья и спорт – это какие-то тренировки, которые в течение недели повторяются. У нас есть ваш график работы, большинство из вас это 5-дневка, понедельник-пятница, суббота, воскресенье, выходной. Для тех, кто работает по графику, есть определенный график, живете в одном графике, либо если вы работаете на нескольких работах, есть график на одной работе, есть график на второй работе, ведете дневник, сравниваете условия, сравниваете ощущения, кроме рациональной составляющие зарабатывать деньги, есть еще эмоциональное состояние, что можем улучшить, что можем для себя какие создать условия, чтобы вам легче работалось или эффективнее работались. Возвращаемся к сфере, где присутствуют эмоции. Эмоции у нас присутствуют отношения, семья, друзья и окружение. Дневник вам здесь поможет, первое, разобраться со своими отношениями в сфере друзья и окружение. Это родственники, ваши дети, близкие. Почему? Потому что где много эмоций, там много переменных. Вам для того, чтобы лучше чувствовать себя в буре эмоций, вам для себя нужно выбрать какую-то жизненную позицию, то есть проработать в сфере духовный рост и творчества, то есть выбрать и озвучить своим знакомым ваши жизненные ценности, чего вы придерживаетесь, просите людей уважать ваш выбор. Если люди нарушают ваш выбор, группируйте этих людей по уровню комфорта общения с ними. И таким вот образом вы уже свой круг общения делите таким образом, что с теми людьми, с кем вам комфортнее общаться, в том кругу, в котором вы растете, вот в том больше и проводите время. Эмоциональные для того, чтобы вести дневник, это яркость жизни, это ваш диалог внутренний с самим собой, где вы набираете сил, что вас радует, что вас наполняет энергией. Все это можно писать в дневнике, можно потратить на это несколько страниц, можно для этого потратить и 30 минут, и 1 час. Самое главное, чтобы ваши размышления
давали вам возможность набраться новых мотивов для того, чтобы стремиться к тем целям, которые вы озвучили, которые запланировали за год. Итак, отношения и семья. Дневник тоже может быть полезным, но здесь нужно быть честным самим собой. У вас есть набор действий, которые вы хотели применить к своей семье, к своему любимому человеку, любимой женщине, для того, чтобы вы создали более комфортное место. Но здесь дневник вам помогает немножко сосредоточиться на миссии. Я в этом видео затрагиваю широкий диапазон для размышлений. Первое, есть у каждой сферы миссия и есть конкретный инструментарий. Миссия сферы отношения семья – сохранить то, что у вас есть, и попытаться приумножить. Почему? Потому что люди сходятся, понимая то, что им вдвоем лучше, чем поодиночке. Если вы пришли к пониманию того, что вам вдвоем лучше, чем поодиночке, вы можете начать очень непростой путь построения отношений. И второй этап этих отношений – это всегда укрепление отношений. То есть, несмотря на то, что действуют внутренние и внешние мотивы для того, чтобы разойтись, вы находите мотивы 1000 раз быть недовольным своим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной и найти один аргумент, ради которого вы остаетесь с этим человеком. Путь этот непростой, это всегда возвращение к долгосрочным совместным планам, это всегда понимание, что вы пробуете либо адаптироваться под этого человека, либо принять его таким, как есть. И здесь дневник будет для вас полезным инструментом проанализировать, что вы принимаете в своем любимом человеке, что вы хотите переделать в себе, понимаете, что ваши жизненные цели разделены с вашим любимым человеком, и вы совместно идете к своим совместным целям, при этом каждый из вас остается яркой личностью, и это желание вести дневник или его забросить в течение года у вас будет возникать несколько раз. Это нормальная ситуация для тех, кто к писательству или к записям уже имеет какие-то свои наклонности. Это писатели, литературные какие-то персонажи, актеры, сценаристы. Но в реальной жизни, если у вас появляется цель, зачем вы ведете дневник, вы эту волну вести записи в дневник или бросить, проходите совершенно спокойно. В желании бросить вести дневник нет ничего страшного. Это первые признаки, что вы находитесь в состоянии 0,4, то есть вам нужны какие-то дополнительные стимулы вовне, чтобы вы вели дневник. Потому что состояние 0,4 – это когда внешние факторы говорят вам, что это нужно делать, это какое-то принуждение. Да? Состояние 4,8 вы уже в совершенстве владеете инструментарием вести дневник, понимаете, что это вошло в вашу хорошую привычку, и вы из этой хорошей привычки извлекаете много пользы, и эта польза будет не только для вас в сегодняшнем дне, в настоящем году. Польза от этого дневника многократно увеличивается по мере того, как вы проживаете жизнь. То есть вы, просмотрев свой дневник, который вы вели 3 года назад, в нем возьмете гораздо больше ценного, чем вы в тот год, который вели. Итак, краткие итоги. Вести дневник – это хорошо. Бросать дневник, желание такое возникает, оно достаточно часто. Не нужно бояться этого состояния. Это пройдет. Возвращайтесь еще раз к началу видео, смотрите это видео каждый раз, когда вы хотите бросить дневник. Поймете, что 10 аргументов за ведение дневника – это вполне достаточно. Может, вам нужно просто проплакаться, пропереживаться, сломать 1 карандаш или 10 карандашей и понять, что таким образом, сбросив эмоции, можно опять вернуться к тому, что дневник – ваш самый лучший собеседник, потому что он отражает ваши мысли, ваши намерения, ваше желание идти к цели. Всем, кто смотрел это видео, желаю хорошего дня, пишите комментарии, мы очень ждем ваших комментариев. Планируйте, пишите дневник, у вас все получится, я в вас верю.